Приветствую всех, кто посетил мой канал. Сегодня мы рассмотрим очень распространенную неисправность принтеров EMFO, HP и Canon. Распечатаем тестовую страницу. Для этого 5 раз открываем-закрываем крышку картриджа. После этого у нас распечатывается тестовая страница. Но вместо этого мы видим черный лист. Добро пожаловать на канал Сам себе мастер, его ведущий Артошин Александр. Здесь вы найдете подробные инструкции по заправке картриджей, А также ремонту принтеров EMFO. Если вы еще не подписались, обязательно сделайте. Поставьте комментарий, а я Всегда приду вам на помощь, если возникнут трудности. Начнем, пожалуй. Эта неисправность связана с отсутствием контакта. Находится он на вот этой боковой пластине. Вот. Здесь есть один пружинящий контакт. И второй пружинящий контакт должен находиться в этом месте. Он утоплен. Надо его выправить. Для этого будем снимать эту боковую пластину. Вот в этом месте есть зацеп, который ее держит. Аккуратно отгибаем этот зацеп и приподнимаем заднюю часть пластины вверх. Затем утапливаем датчик наличия картриджа и вынимаем переднюю часть пластины. Затем изнутри переднюю часть поддеваем отверткой и вынимаем пластину. Вот этот пружинящий контакт. Чтобы выправить, надо снять эту пружинку. Аккуратно, чтобы ничего не сломать. Снимаем пружинки со штырьков. Теперь можно выправить контакт. Немного подгибаем. Вот так он должен выглядеть. Теперь ставим его на место. Сначала вставляем пружинящую часть контакта, затем одеваем на штырек и на другой штырек, вторую пружинку. Подправляем так, чтобы он был виден с той стороны и пружинил. Вот так это должно выглядеть. Он должен легко пружинить, возвращаться на место. Второй контакт, если он немного искривлен, тоже можно выправить. Если его не будет, то лист будет выходить чистый. Обязательно напишите в комментариях, что понравилось, что нет. Постараюсь учесть все мнения, отвечу на все адекватные комментарии. Также через Яндекс.Телемост смогу помочь вам онлайн. Теперь вставляем пластину на место. Для этого утапливаем рычаг датчика наличия картриджа
Вставляем переднюю часть пластины, прижимаем ее, вставляем направляющий, затем прижимаем немножко вот этот рычаг и ставим, прижимаем пластину к корпусу и опускаем заднюю часть вниз. Все, пластина на месте. Ставим картридж. Подключаем принтер, кладем бумагу и снова хлопаем крышкой 5 раз, для того, чтобы распечатать тестовую страницу. Вот так должна выглядеть тестовая страница. Теперь контакт есть, распечаталось все нормально. Если понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на канал и оставляем комментарий. На этом заканчиваю. Всем пока. До новых встреч!